Всем привет! Я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы вам покажем H5 4D20 с той же проблемой. Мотор перегревается. Ремонт уже производился неоднократно, но все равно все продолжается все то же самое. Сейчас я вам просто покажу, и вам все станет сразу понятно. Случай тоже не первичный у нас. Такие уже случаи бывали. Смотрите далее. Ну что ж, вот он наш автомобиль. Как я уже говорил, здесь 240 тысяч пробега. Сейчас мы будем его разбирать. Проблема, как обычно, все та же. Прокладка уже несколько раз меняли и все равно продувает. Сейчас мы будем разбираться, в чем же все-таки проблема. Ну, собственно, вот, да, 240 тысяч пробега. Я так понимаю, что это один владелец, потому что машина такая достаточно ухоженная, все хорошо. Люди с ней расставаться не хотят, хотят дальше продолжать ездить. Запускается автомобиль хорошо, немножко так шумновато, но я так думаю, что скорее всего здесь вырезан катализатор. Машина перепрошита уже, то есть ЕГР мы будем убирать, хотя владелец сначала сказал вроде как оставить. Потом мы с ним поговорили, я говорю, а смысл какой его оставлять? Он говорит, ну да, давайте тогда уберем. Ну, собственно, вот у нас подкапотное пространство. Ничем не примечательно, в общем-то. Здесь уже, как мы можем видеть, стоит, скорее всего, Вибаста. Да, вот она пошла, вот она Вибаста. То есть это тоже нам придется тут немножко помучиться. То есть нам, скорее всего, надо будет вот сюда вырезать какой-то тройник. Потому что иначе я не очень представляю, как мы будем объединять печку. Или можно, в принципе, вот этот шланг соединить с головкой там сзади, и все будет хорошо. Так как вот этот сосок мы обычно глушим, это то, что подача на печку. Я думаю, что мы так и сделаем, скорее всего. Ну, когда-то этот антифриз был зеленый. Сейчас он такого болотного цвета. Связано это с тем, что в систему охлаждения попадают выхлопные газы, а также с тем, что вот этот воздух отмывает блок от ржавчины, блок, трубки, все это отмывается от ржавчины, поэтому и такой цвет. Потом ролики, это еще худо-бедно, но уже шуршит. Это вообще уже музыкальный, этот тоже худо-бедно, но я бы поменял их все. Итак, постель распредвалов сняли. Для 240 тысяч состояние постели очень даже добротное. Здесь, скорее всего, просто с грязью собирали. По валам выработка минимальна. Это даже видно. Ну, в принципе, здесь чугунные валы. Хрен им когда что будет, на самом деле. Сейчас снимем валы, посмотрим гидрокомпенсаторы. Снял кожух с турбины. Блин, ну вот такого я еще тут не видел. Сейчас смотрю, тут такие интересные ребята побывали. Половина болтов не закручена. Тут что-то не так, это не этак. Чудеса. Сейчас постараюсь заснять. У меня штатива сейчас нет с собой. Вот видите? Башку не затянули от слова совсем. Поэтому у него и прошибает. Ну что ж, голова у нас удалена. Прокладочка. Самый, что ни на есть, оригинал. Самый, что ни на есть. Но это экспортный вариант, как бы, все. Но башку не затянули, просто вот от слова совсем. Ну, ни грамма. Да как так можно работать-то, ребята, вы чё? Болты не затянуты, прям совсем были. Я говорю, это откручивается в элементаре. А когда когда обычно закручиваешь, ты их фиг так отвернешь. Теперь пройдемся по цилиндрам. Кто там говорил, что китайские дизеля говно? 240 тысяч на машине, между прочим. Все хорошо с ходом. Сейчас поболтаем, попробуем. Ну вот. Небольшая перекладочка присутствует, но это ничего критичного. Хон есть. Хон есть. Ухаживайте за автомобилями. Без должного ухода и сервиса. Даже хваленая Toyota, всеми любимая, как все любят говорить, да я лучше возьму себе старую Toyota и буду на ней ездить. Даже старая Toyota без должного ухода ездить не будет. Тут из интересных особенностей. Вот сейчас кожухи отмыли.
То есть хозяин говорит, что у него несколько раз ставили ГРМ, и каждый раз у него почему-то, видите, происходила какая-то ситуация. То есть вот это протерто ремнем. Вот это все. То есть либо ставили криво, либо ставили такие ролики, перетягивали их, что, кстати, вполне возможно. Потому что эти ролики очень капризны к моменту затяжки. Ну что ж, автомобиль отремонтирован. Ну а дальше все в финалочке я вам расскажу. Итак, автомобиль нами отремонтирован. И, значит, проблема была следующая. Ну, вы видели в ролике. То есть это не протянутая головка блока цилиндров. Мало того, что она не протянута, болты еще были низкого качества. То есть либо они были протянуты, но вытянулись. Что, в чем я, кстати, очень сомневаюсь. Скорее всего, просто головку затянули неправильно. От этого тоже очень много зависит. Ну и сами болты еще за счет того, что они сыромятные, они просто вытягиваются. Либо уже просто перегрели. Значит, здесь автомобиль мы отремонтировали, поставили новые болты, прокладочку, отремонтировали головку. Все, хозяин уехал, вроде как ездит сейчас довольный, радостный. Посмотрим, поживем, увидим. Что хотелось бы еще добавить, вот я вам показывал, да, пробега на машине там 200, за 200 в общем уже, да, получается. Автомобиль работает изумительно, по поршневой нареканий нет, ничего, машина в изумительном состоянии. Это к тому, что очень многие говорят, что да вот, китайский дизель, он ненадежен. Нет, мотор надежен. Мотор надежен, но только в том случае, если вы его обслуживаете и обслуживаете верно. То, что в руководстве по эксплуатации автомобиля написано замена масла там раз в 10 тысяч, ребята, не верьте вот этим цифрам. Я всем говорю, меняйте как минимум в 2 раза чаще. То есть лучше на 5-6 тысяч. Лично я на своем автомобиле меняю 5-6 тысяч. То есть стараюсь больше не ездить. Мало того, этот автомобиль регулярно ездит на таких достаточно нагруженных режимах, поэтому масло надо менять чаще. Если вы меняете масло чаще, масло, фильтра, поверьте, с мотором проблем никаких не будет. Вовремя обслуживайте, и все будет хорошо. Ну а на этом, наверное, все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. Я всегда всем отвечу. Всем всего хорошего, пока.